Иногда то, что тебя тяготит, зависит не от тебя, а от твоего прошлого. В терминале Си международного аэропорта Ред Холлоу в Огайо в то серое мартовское утро было необычно шумно. Приглушенный гул объявлений из динамиков смешивался с резким скрежетом колесиков чемоданов по полированному полу. Офицер Тэтчер Моллоуэн, ветеран службы безопасности аэропорта, стоял начеку. Рядом с ним был Бишоп, бельгийский малинуа с почти сверхъестественным обонянием и энергией, которой, казалось, не было предела. Пес двигался быстро, целеустремленно принюхиваясь, обводя пол, словно шел по запаху, который мог распознать только он. В течение 7 лет Тэтчер доверял инстинктам Бишопа больше, чем любому другому партнеру-человеку. Но сегодня что-то в его поведении показалось ему странным. Затем появилась она, высокая блондинка, осторожно пробиравшаяся сквозь толпу, держа в руках 2 бумажных пакета. Ее беременный живот был обтянут накрахмаленной белой блузкой, спрятанной под темно-синим пальто. Она была на последнем триместре беременности, в этом не было сомнений. Ее звали Марло. Эшфорд, и все в ней казалось продуманным. Солнцезащитные очки слишком большого размера, слишком темные для помещения, простые туфли на плоской подошве, выбранные для удобства. Спокойное лицо. Слишком спокойно. Особенно в месте, полном слезливых приветствий и прощаний. Но как только Бишоп увидел ее, все изменилось. Пес замер, затем зарычал, затем залаял, громко, резко, безжалостно. Не в гневе, а в предупреждении. Тэтчер крепче сжал поводок, пытаясь удержать Бишопа на месте, но тело пса было напряжено, мускулы напряжены, шерсть встала дыбом. Он никогда так не реагировал на беременных женщин. Никогда. Марлоу не дрогнула. Она не остановилась. Но ее взгляд за темными очками был прикован к собаке, и в этом взгляде было что-то пугающее. Не страх, не замешательство, что-то похожее на узнавание, как будто она точно знала, почему Бишоп лаял. «Мне нужно, чтобы ты остановился на мгновение». «Это», — произнесла Тэтчер твердо, но сдержанно. Марлоу колебался. Затем она сделала еще 2 шага и упала. Звук удара ее тела об пол прозвучал, как удар грома. Пакеты упали, и их содержимое — бумаги, маленькие бутылочки, запечатанный конверт и крошечный плюшевый мишка — рассыпалось по холодным плиткам пола. Все замерло. Время остановило дыхание. Тэтчер мгновенно оказался рядом с ней, вызывая по рации медицинскую помощь. Бишоп не переставал лаять, но на этот раз это была агрессия. Это была паника, как будто он пытался что-то сказать. И тогда Тэтчер увидела это. Конверт у себя под рукой, смятый в пятнах, но узнаваемый безошибочно. На нем было написано неровным, нарочитым почерком одно единственное слово. «Извините». Это было не просто письмо, это было предупреждение. И в этот момент, когда звук отдаленных сирен стал ближе, Тэтчер с ужасом осознала. Эта женщина и то, что у нее было с собой, никогда не должны были попасть в этот аэропорт. Но теперь было уже слишком поздно. Некоторые имена не называются по какой-то причине. Парамедики прибыли через несколько минут, но Тэтчер показалось, что прошли часы. Марлоу лежала без сознания, ее дыхание было поверхностным, а кожа бледной, как кафельный пол аэропорта. Тонкая струйка пота скатилась по ее виску. Бишоп наконец замолчал, но не отодвинулся от нее ни на шаг. Его уши были опущены, а глаза устремлены на ее лицо, как будто он что-то охранял. Когда один из врачей скорой помощи поднял ее запястье, чтобы проверить, нет ли ожога, Тэтчер заметила ее левую руку. Она что-то крепко сжимала. Ожерелье. Но это было не просто ожерелье. Военный жетон, поцарапанный, престарелый и с именем, которого он не видел более 2 десятилетий. Тэтчер застыл. Холлис Редкий. Это имя поразило его, как удар в грудь. Воспоминания нахлынули на него. Униформа, жара, песок.
Выстрелы эхом разносились по пустыне далеко отсюда. Холлис — это больше, чем просто имя. Он был тем, кого Тэтчер пыталась забыть. Этот жетон должен был быть похоронен много лет назад вместе со своим владельцем. Так какого черта он делал в руках женщины, которую он никогда не видел? Врач прикрепил к носилкам ее удостоверение личности и прочитал его вслух. Марлоу Эшфорд. Мысли Тэтчер метались. Конверт, ожерелье, имя. Что-то не сходилось. Он потянулся за запечатанным конвертом и сунул его в карман пальто. Он не знал почему. Инстинкт, чувство вины. Или, может быть, потому, что то, что находилось внутри, предназначалось не для всех подряд. Когда они увозили ее, Бишоп натянула поводок, тихо, прерывисто заскулив. Тэтчер опустилась на колени, схватив собаку за ошейник. «Ты что-то знала, не так ли?» — пробормотал он. Бишоп издал еще один низкий, полный боли звук. Об этом Тэтчер слышала всего один раз. В тот день, когда Холлис не вернулся. Вернувшись в кабинет для персонала, Тэтчер села под ярким флуоресцентным светом и уставилась на конверт. Почерк на нем можно было безошибочно узнать. Это был не Марлоу, это был Холлис, наклонный, бросился, верхний регистр, как он всегда писал, когда на него давили, но Холлис был мертв. В КИА подтвердили, похороны состоялись, гроб закрыли. Так как же это письмо появилось сейчас? В 2025 году Тэтчер выдохнул, и металлический стул заскрипел под ним. Медленно и осторожно он вскрыл конверт. Внутри была единственная страница, пожелтевшая по краям. Его руки дрожали, когда он разворачивал ее. От первой строчки у него остановилось сердце. «Если ты читаешь это, значит, я не сдержал своего обещания. Некоторые призраки не преследуют. Они направляют». Тэтчер перечитал эти слова еще раз, медленнее. Его пульс бешено колотился о ребра, как будто его тело отвергало правду. Остальная часть письма была написана тем же неистовым, отчаянным тоном. Наполовину признание, наполовину предупреждение. Холлис рассказал о ком-то из их последней поездки в Кандагар, женщине по имени Лена, гражданской переводчице, и о тайне, которую он поклялся хранить до самой смерти. В письме говорилось, что у нее было не только прошлое, и у меня было с собой не только снаряжение. Тэтчер помнила Лену. Не очень хорошо. Она была тихой, всегда держалась в тени, не подходила слишком близко к солдатам. Но Холлис, он смотрел на нее по-другому. И вот теперь, 22 года спустя, женщина по имени Марло Эшфорд упала в обморок в аэропорту, держась за собачий жетон Холлиса с его письмом. И математика была ужасающей. Но в этом был смысл. Если Лена была беременна, когда умер Холлис, то Марлоу могла быть ее ребенком. Но если это правда, то почему она была здесь? И почему сейчас? Резкий стук в дверь оторвал его от размышлений. Офицер Дориан Фэй, его молодой напарник с острым взглядом, вошел внутрь. Его лицо было напряженным. «Она проснулась?» — сказал Дориан. «Она спрашивает о вас». Тэтчер встал и медленно сунул письмо обратно в карман. Холодок, пробежавший по его спине, не имел ничего общего с простудой. Каково ее состояние? Стабильный, смущенный. Но она назвала именно ваше имя. Тэтчер нахмурился. Он не помнил, чтобы когда-либо встречал Марлоу до сегодняшнего дня. Но реакция Бишоп, то, что она попросила позвать его сейчас, это не совпадение. «Тэтчер», — сказал он тихим голосом. Пауза. Затем женский голос, спокойный, взвешенный. «Ты взяла письмо». Он крепче сжал телефон. «Кто это?» Еще одна пауза. Затем тебе нужно найти ее раньше, чем это сделают они. Она не знает, что несет. У него что-то сжалось в груди. Где она? Но леска была уже оборвана. Бишоп издал резкий лай, потянув поводок к вентиляционному отверстию. Тэтчер скрутила. Дело было уже не только в Марлоу. Его мысли метались, как птицы в клетке.
Непонятно почему, но инстинкты подсказывали, что время на исходе. У Тэтчера не было ни минуты на раздумья. Он бросился к выходу, оставив напряженный разговор с Дарианом позади. Бишоп чувствовал напряжение своего хозяина и шел рядом. Его мускулы были напряжены, готовые к действию. Когда они вернулись к медицинскому отсеку, свет мигал в неоновом ритме. В команде медиков наблюдался легкий хаос, но когда Тэтчер вошел, все замерло. Он быстро обошел их, найдя глазами Марлоу. Она сидела на койке, лицо бледное и полное страха, но глаза горели тревогой и решимостью. «Тэтчер», — произнесла она с дрожью в голосе, — «ты взял это?» «Что происходит, Марлоу?» — спросил он, сжимая ее свободную руку. «Почему ты здесь и что это значит?» Она подняла взгляда, и он увидел не только страх, но и понимание. Она осознавала, что нужно бежать. Тэтчер заметил, что тело Марлоу дрожит не только от волнения. Она была пуста и подобна рябине, вызванной непогожей зимой. «Я не могу рассказать все сейчас. Есть люди, которые ищут меня туда, откуда я пришла. Я думала, что смогу скрыться». Ее голос прервался, и она отвела взгляд. На этот раз Тэтчер обратил внимание на детали. Стол был завален шприцами и медицинскими принадлежностями. В углу он заметил папку, следы ее предыдущих обследований, и здесь действительно не было света, который дарили бы ему ее слова. Они забыли о медицинских процедурах, предпочли скрывать информацию. Все понимали, что ее здоровье под угрозой. «Я не оставлю тебя», — сказал он, его голос стал твердым, решительным. «Но нам нужно действовать быстро». «Я знаю», — ответила она и, глубоко вздохнув, продолжила. «Если они найдут меня, это будет не просто угроза для нас. Это касается больше, чем ты можешь себе представить». Внезапно на сайте раздался резкий звук сирен, и его сердце словно пропустило удар. Офицер Фэй стоял у двери, напрягая плечи и зажимая мобильный телефон в руке. «Тэтчер, нужно уходить!» Снаружи несколько человек в униформе. Они ищут тебя и... «Марлоу!» — закончил Тэтчер, и его взгляд метнулся к ее лицу, полному понимания. Она кивнула и вдруг потянула его за собой к двери. Бишоп шел за ними, настороженный. Тэтчер почувствовал, как все вокруг заколебалось. Грозное движение времени нависло над ними. Выходя на улицу, они мгновенно оказались в самом центре бушующей жизни. Трафик, громкие разговоры, люди, идущие туда-сюда с чемоданами. Если бы не напряженность ситуации, все это выглядело бы совершенно нормально, но сейчас это была просто маска. Марлоу резко остановилась, ее тело напряглось. Прямо напротив них стояли два человека в строгих костюмах, незнакомцы с холодными взглядами. «Это они, Тэтчер!» Она обернулась к нему, ужас внезапно оковав ее. «Они не просто ищут меня, они знают, кто такой Холлис». Тэтчер скрипнул зубами, понимая, что они не должны быть здесь. Эти люди представляли нечто большее, чем просто угрозу. Это был враг, с которым он никогда не рассчитывал столкнуться. «Бишоп», — сказал Тэтчер, и пес, обладая удивительной преданностью и инстинктами, мгновенно ринулся вперед, защищая своего хозяина. «Уходите!» — закричала Марлоу, пытаясь оттянуть Тэтчера назад. «Я должна сделать это одна». «Никогда», — ответил он, зная, что только вместе у них есть шанс. Следующие несколько мгновений были как будто в замедленной съемке. Тэтчер заметил, как Бишоп с невероятной скоростью прыгнул вперед, привлекая внимание незнакомцев. В то время как охранники замерли, где-то вдалеке стали слышны звуки сирен. «Нам действительно нужно бежать», — пробормотала Марлоу, ее голос стал решительным. «Эшфорд и Эко — это не только моя фамилия, она была в том самом письме. Ты должен это понять». И тут Тэтчер понял, что их связь с прошлым была глубже, чем он мог предположить. Холлис не просто охранял ее, он оставил ей наследие, о котором они оба не подозревали.
И теперь оно вызывало следующий шаг — шаг к разрешению. Под натиском опасности они бросились вперед, в хаос аэропорта, с Бишопом, который растянулся между ними и зовами своего инстинкта, готовящегося тем временем к следующему шагу. Если нужно, он был готов защитить своих любимых до последнего вздоха. И, возможно, в этой опасной погоне на грани поверхности реальности они найдут способ восстановить то, что было потеряно, в надежде, что некоторые призраки, даже самые темные, могут стать их светом.